Ишнала, друзья! Не успел еще нормально выйти патч 10.1, как Близзы уже выкатили на ПТР патч 10.1.5. Казалось бы, это должен был быть промежуточный патч, но новинок там очень много, и это новое мега подземелье и новый спек пробудителя, новый большой ивент разлома времени. По типу вторжения изначальных, только теперь там будут доступны целых 8 временных зон. Blizzard откроют для полетов на драконах Калимдор и Восточные Королевства, сделают обновление варлоков, и мы увидим продолжение сюжета. Обо всем подробнее после небольшой интеграции. Представляю вашему вниманию сервер Сирус, уникальный проект по World of Warcraft на базе клиента 335. На Сирусе можно поиграть за Нагу, Драктира, Пандарена и прочие кастомные расы. Попробовать свои силы в Burning Crusade контенте, переписанном под 80 уровень. Посетить уникальные кастомные поля боя и арены. А также попробовать свои силы в сражении с Королем Личом и отчаявшейся Джайной, которая следует сразу за ним. Переходите по ссылке в описании и попробуйте сами испытать опыт совершенно другого Варкрафта. Новое мега подземелье. Что нас там ждет? Бронзовый храм веками дремал, дожидаясь возвращения бронзовых драконов. Но едва они вновь поселились в своей святыне, как ее окружили силы тьмы. Смогут ли драконы бесконечности починить себе потоки времени и возродить Дарнозму? Героям Азерота пора проникнуть в само время, чтобы не дать врагу погрузить во мрак будущее всего мира. В конце основной сюжетной ветки Dragonflight мы отразили нападение драконов бесконечности на бронзовый храм. Но Ноздорму все понял. Он так или иначе должен будет обратиться в Дарнозму, свое зловещее воплощение, которое мы побеждали еще в Катаклизме. Такое уж у него предназначение. Сам инстанс представлен 8 боссами, включая Иридикрона и Галакронда. Первый босс — Хроникар, дозорная, которая не справилась и не уберегла потоки времени от вмешательства драконов бесконечности. Далее следует ожившая река времени, тоже не справилась со своими обязанностями и будет нападать на героев, как на очередных захватчиков. Третий босс — Гниль Галакронда, вот здесь уже интересно. Но сражаться мы будем не со всем величайшим драконом, а лишь с его головой, которая размером с половину Штормграда. Прикиньте, если бы нам пришлось сражаться с целым драконом, каким был бы бой? Почему Галакронд предстает перед нами в таком виде? Потому что его уже остановили знакомые нам аспекты в далеком прошлом, находящиеся еще в обликах протодраконов. Как оказалось из описания сценария боя, Гниль Галакронда породила 3 изначальных воплощения: прототипы Решагет, Виранот и Фирака. Эти изначальные драконы родились из некротической энергии, сочащейся из трупа Галакронда. Анзон — всепожирающая мощь грозы. Дажак — ненасытная жажда пламени. Ласкелет — неумолимый голод льда. И надо же, какой лакомый кусочек героя Азерота. Сама голова Галакронда будет всеми силами пытаться вытянуть энергию из только что рожденных драконов. И еще из героев, которые очень удачно оказались здесь. Теория про то, что нынешние изначальные воплощения были созданы Тиром из Галакронда, подтвердилась. Следующий босс, на удивление, Иридикрон. Иридикрон — повелитель магии Земли, самый могущественный из воплощений стихий. Он намеревается свергнуть аспектов и очистить мир от заражения титанов. Однако, как именно он планирует это сделать, никому не известно. Зачем он присоединился к драконам бесконечности? Но чтобы Иридикрон не замышлял, его в любом случае надо остановить. Пока совсем не ясно, убьем мы его или нет, но было бы очень странно прекращать сюжетную линию одного из самых перспективных злодеев в дополнение в данже на 5 человек. Может быть, здесь будет использован такой же прием, как в залах отражений в сражении с Королем Личом, когда мы смогли сразиться с главгадом, но только ранили его и еле как унесли ноги. Хроми будет всеми силами пытаться защитить нас временными барьерами, но также и сама сильно пострадает. В какой-то момент она даже увеличит наш урон на 10 000%, нашу скорость на 100%, время восстановления способностей и скорость регенерации ресурсов на 50%. Только с такими усилениями мы, скорее всего, сможем ранить Иридикрона, чтобы тот отступил. А может быть, конечно, и убьем окончательно. Но вы сами представляете, 10 000% буст дэмэджа и бесконечный БЛ, что еще нужно для счастья? Следующий босс — Тир, хранитель бесконечности. Что-то пошло не так, и Тир в этой временной шкале присоединился к драконам бесконечности и стал защищать их. Вот так круто он выглядит. Затем следует Морхи, антипод Хроми из той временной линии, где Дарнозму победил, и драконы бесконечности господствуют над миром.
Однако основная приглянулась ей гораздо больше, и возвращаться она не желает. К несчастью для Морхи, герои Азерота не собираются стоять в стороне. Самое приятное, что делают Близы, это то, что один в один переносят способности героев из Heroes of the Storm в WoW. И мы будем сражаться против Хроми из Ходса, которая будет юзать песчаные стрелы, ставить темпоральные ловушки, ну и превращаться в дракона. Далее нас ждет босс, различный для Орды и Альянса. Орде предстоит столкнуться с Андуином Лотаром, одним из самых прославленных командиров Альянса, а Альянс будет вынужден сразиться с Громашем Адским Криком в позабытой войне. Ну и наконец финальный босс Лорд Дейяс. После долгих лет борьбы драконы бесконечности наконец вот-вот возвестят новую эру для мира Азерота. Хронолорд Дейяс совершил путешествие в далекое прошлое, чтобы возродить Дарнозму во всей его мощи. Герои Азерота уже видели однажды его триумф. Сумеют ли они остановить его на этот раз? В бою с Дейясом стоит обратить внимание на присутствие аспектов, среди которых числится даже Нелтарион. Но большинство подробностей сражения пока что скрыто. Такое вот уникальное мега-подземелье готовит для нас Blizzard. Я уже в предвкушении, потому что обожаю все, что связано с перемещениями во времени и бронзовыми драконами. А вы можете поделиться своими впечатлениями в комментариях. Дальше нас ждут 8 разных сценариев в совершенно разных временных промежутках. Сценарии, связанные с плетью, титанами, демонами, темной империей, роботами, мурлоками, землями войны и Аргусом. Следуя из названий сценариев, мы будем проживать моменты того, что было бы, если бы, например, плеть, титаны, древние боги или мурлоки полностью захватили Азерот. Мы встретимся с огромным числом известных персонажей прошлого, и в том числе сможем полутать даже такие древние штуки, как оскверненный испепелитель. Кстати, в каждой такой временной линии будет своя Хроми. Дальше Пробудитель получил новый спек под названием Насыщатель. Это спек баффера, с помощью которого Пробудитель может усиливать игроков, с которыми проходит совместный контент. Можете посмотреть, как выглядят его обычные способности с подземными вырывающимися шпилями, щитами и прочими усиливающими способностями. Без союзников в соло-контенте этот спек раскрывается плохо, и как только у меня появится больше тестов и материала, я смогу сделать для вас отдельный ролик, в котором мы рассмотрим данную новинку. Ну и под конец Blizzard отменяет условия разблокировки союзных рас. В патче 10.1.5 не нужно будет качать репутацию, чтобы поиграть за них. Обычные маунты-драконы получат апгрейды драконов из Dragonflight. Также в этой сборке появилось более 250 достижений гонок на драконах для локаций Калимдора и Восточных Королевств. Аналогично тем, что присутствует на Драконьих островах. То есть система полетов на драконов будет адаптирована и для Старого мира. Наконец-то! Класс Чернокнижник станет доступен ночным эльфам, дринеям, светоносным дринеям, пандаренам, культиросцам, тауренам, тауренам Крутогорья, Макхарам и Зандаларам. Чернокнижники смогут выполнить новую линию квестов и украсить или отредактировать своих питомцев в парикмахерских. Как вы видите, нас ожидает огромное количество новинок, когда выйдет патч примерно в конце июля. И чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. С вами был Лунный Монах, и новое видео уже скоро.